Всем привет! Сегодня расскажу о таком понятии, как апритура, что это такое, где применяется, какие есть. И заодно протестирую свою новую камеру с петличкой, так что если не сложно, напишите, как вам новый звук и картинка. Апритура — это средство для финишной обработки кожи. Оно состоит из различных смол, восков, дополнительных компонентов. Понятное дело, что рецепты апритур никто не разглашает. Компаний очень много, которые занимаются производством химии для кожевников. И у каждой компании апритур не одна, а бывают даже целые серии, которые придают коже, изделиям совсем разные какие-то эффекты. К примеру, глянцевое покрытие, матовое, полуматовое. Бывают апритуры, которые лучше проникают в кожу, и мы их практически не видим после нанесения. Бывают апритуры, наоборот, создают такую прям очень заметную пластиковую какую-то такую пленку, покрытие. То есть апритуры, они подбираются уже исходя из наших задач. То есть как нам нравится, так мы и преобразуем наши изделия благодаря этим средствам. Но зачем это нужно и вообще в чем фишка апритур? Первое. Апритура придает более завершенного вида нашим изделиям. Когда мы работаем над каким-то изделием, оно пачкается в процессе работы, и вот чтобы придать ему продаваемый такой глянцевый, так скажем, вид, нам нужно нанести апритуру. Апритуры могут придавать различные эффекты. Мы можем выбирать то, что нам подходит, в зависимости от кожи, в зависимости от изделия. Но факт остается фактом. Допустим, мы приходим в магазин обувный, смотрим, обувь вся блестит, новая, да, вот это ощущение новизны, оно присутствует изначально. Потом пару недель поносили обувь, и она тускнеет, это покрытие нужно обновлять, но изначально мы купили обувь из-за того, что у нас было вот это ощущение, что обувь новая, да, она блестит, вот это покрытие гладкое, это все создает апритура. Второе. Апритур используют после окрашивания кожи. То есть, если мы, допустим, берем краст, то это кожа, которая только окрашена, больше с ней ничего не делают, так нам и продают. И в итоге, если мы, допустим, делаем какой-то аксессуар из кожи, тот же ремень, который будет соприкасаться с одеждой, то чаще всего такие аксессуары, они окрашивают одежду. Для того, чтобы закрыть кожу и чтобы она не окрашивала там предметы, которые к ней прикасаются, используют апритуру. Апритура, в свою очередь, создает пленку на поверхности этой кожи. Ну и это такой получается барьер между краской и внешней средой, которой может прикасаться эта кожа. В свою очередь я апритуру еще использую на изнанке, которая обработана клеем КМЦ, то есть загладили изнанку. Получается, после высыхания клея у нас изнанка, она такая подсушивается, и она остается уязвима к каким-то механическим повреждениям, то есть все равно она хорошо впитывает воду. Выходит, мы наносим апритуру, создаем вот эту незначительную пленочку, которая удерживает ворс в том положении, в котором мы его уложили, защищает от каких-то незначительных повреждений механических, и плюс кратковременно такое покрытие способно удержать влагу. То есть если у нас капелька попадет и мы ее сразу сотрем, то в принципе с покрытием ничего не будет. Если же покрытие, которое создала апритура, на него налить воды и оставить на какое-то время, то вода растворит это покрытие, и влага пройдет дальше в кожу, оставит пятно и такое набухание, то есть этого лучше не допускать. Если говорить о каких-то характеристиках апритур, они могут быть жидкие, могут быть кремообразные. Также думаю, что есть еще апритуры в виде спрея, но я таких в работе не использовал. Еще апритуры могут отличаться цветом. То есть я обычно в работе использую прозрачные апритуры, но это не всегда хорошо, потому что бывают апритуры, которые после нанесения, допустим, прозрачную, наносим на черную кожу, и на изгибах она осветляется, видно вот эти там трещинки, заломы. Вот для таких
случаев, для таких кож есть апритуры с цветом. К примеру, коричневая апритура. Наносим на коричневую кожу. Что это дает? Во-первых, незаметные вот эти заломы после высыхания. Во-вторых, такой апритурой можно делать тонирование нашего изделия. Можно проводить различные эксперименты. Или же, допустим, бывает такое, что там где-то царапина, изделие где-то поцарапалось, и нужно это скрыть. Наносим апритуру, и она где-то в какой-то степени подкрашивает нам вот эти изъяны. Ну и самое главное, наверное, это то, что апритуры создают покрытие, так скажем, глянцевые, матовые, полуглянцевые. Есть, как я уже сказал, апритуры, которые создают более явное покрытие, есть те, которые хорошо впитываются, их не видно. Вот именно вот это их и различает лично для меня. То есть под каждое изделие мы выбираем определенную апритуру и добиваемся того эффекта, который нам нужен. Здесь нужно сделать оговорку, что не обязательно использовать апритуры на своих изделиях. То есть есть кожи, которые, допустим, и без апритуры они хорошо смотрятся в изделии. Даже не хочется апритурой портить такую кожу. Есть же, допустим, кожи, которые наоборот, тех же красты, к примеру, их желательно, конечно, покрывать апритурой, потому что они изначально, ну, так скажем, не очень приятны. В инструкции от Кендофарбен я читал, что апритуры в идеале наносить методом распыления. Там есть диаметр сопла, у них указан давление и все такое. Это, конечно, круто, когда у вас есть цех, есть эти специальные станки для нанесения, и как бы в этом, ну, как бы все упрощается. В домашних же условиях здесь немножко другая ситуация. Понятное дело, что ничего этого нету. Мы можем, конечно, взять какой-то аэрограф, пульверизатор. Вот, но, вот, к примеру, в такой мастерской, как у меня, на балконе, здесь этого ничего нету, и это неприменимо. Поэтому я наношу все апритуры, жидкие, кремообразные, я наношу вот такой вот морской губкой. Режу, покупаю как бы побольше, режу на кусочки и применяю в своей работе. На примере жидкой апритуры покажу сам эффект от применения. Жидкие апритуры, понятное дело, что наношу сухой губкой, ничего с ней не делаю. Если наношу кремообразную апритуру, то губку изначально пропитываю водой, потом хорошо выжимаю и вот такой вот слегка влажной губкой наношу крем. Для чего это делаю? В результате апритура, она не успевает на больших вот поверхностях, не успевает быстро засохнуть, и таким образом кремообразная апритура, она наносится более равномерно. Если же взять крем, кремообразную апритуру и нанести сухой губкой, то в результате она через какой-то промежуток после нанесения начнет подсыхать, начнутся вот эти вот следы там от нее оставаться и все такое. Вот. В общем, набираем немножко апритуры. И наносим. В принципе, расход небольшой. Если кожа хорошо впитывает апритуру, то нужно нанести несколько раз, тогда расход как бы увеличится. Прошло минут 10-15, апритура высохла, и можно теперь оценить как бы результат. Здесь вот апритура не наносилась, с этой стороны, как видите, вот этот блеск, уже у нас создана такая защитная пленочка. У каждой апритуры, да и вообще любое средство, которое вы покупаете, у них есть рекомендации, инструкции по нанесению. Покупайте любое средство и уточняйте в магазине или же на сайте производителя, как вообще рекомендации по нанесению. Вся информация, которую я даю в своих видео, это личный опыт, поэтому если есть у вас какие-то дополнения, исправления, пишите в комментариях. Надеюсь, видео было полезным, ставьте лайки и спасибо за просмотр.